Добрый день, дорогие друзья! На связи с вами специалист из компании ServerFlow. И сегодня у меня в руках находится NVIDIA H100, один из самых знаковых видеоускорителей за всю историю от компании NVIDIA. Дело в том, что в этом ускорителе 80 гигабайт высокоскоростной HBM памяти, что позволяет ему эффективно обучать искусственный интеллект, ну и производить, естественно, инференс. И этот ролик в основном будет посвящен тому, что мы разберем этот ускоритель и покажем вам его подноготную. То есть мы разберем его до винтика, покажем его печатную плату, продемонстрируем этот монструозный чип, который установлен в этот ускоритель. Ну и, собственно говоря, вы сможете приобщиться к тому, что скрывает ускоритель за 30 тысяч долларов. Да, дорогая видеокарточка. Интересно, когда же я смогу себе ее позволить? Дорогие друзья, ну зачем ждать у моря погоды? Ведь дело в том, что можно получить NVIDIA Tesla P40 совершенно бесплатно. 24 гигабайта видеопамяти доступны у нас в телеграм-канале. Дело в том, что вам нужно написать лучший сценарий использования этой видеокарты. И тот человек, который напишет релевантный сценарий, который понравится нам, ServerFlow, получит ее совершенно бесплатно. Отправляем по России и Республике Беларусь. Подробности у вас на экране. Итак, но прежде чем начать все это дело разбирать, я считаю своим долгом рассказать, что же вообще такое этот NVIDIA H100 и почему люди, которые так или иначе связаны с игровой индустрией, очень мало о нем знают. И на самом деле это изделие нельзя назвать по-настоящему GPU. Дело в том, что здесь нет ни одного видеовыхода, а графическая, так сказать, производительность этого ускорителя оставляет желать лучшего. На самом деле он работает даже хуже, чем современные встройки от NVIDIA, если вы решите на нем запустить игры при помощи какого-то там входного метода. Но однако, когда речь заходит за обучение искусственного интеллекта, за умножение матриц, за элементарные алгебраические операции, этот ускоритель дает прикурить всем десктопным видеокартам, и не только десктопным, но и серверным, потому что архитектура NVIDIA Hopper — это специальная суперкомпьютерная архитектура, которая была разработана в стенах компании NVIDIA для обучения искусственного интеллекта. То есть таймлайн. NVIDIA Ampere была выпущена видеокарта NVIDIA A100 RTX 3090. 3090 для графических вычислений, A100 для нейровычислений. Но компания NVIDIA понимала, что этого мало и хочется обучать еще быстрее. И в стенах NVIDIA зарождается мысль, что нужно создать отдельную архитектуру, наподобие чего-то того, что было в архитектуре NVIDIA Volta, чего не будет в десктопном сегменте и что будет полностью направлено на обучение искусственного интеллекта. Так появился Hopper. NVIDIA H100, 2022 год. Применялся для обучения таких гигантов, как ChatGPT, Grok от Илона Маска, ну и еще, естественно, ряда нейронок. И можно сказать, что этот ускоритель стал настоящим стандартом индустрии. То есть какую нейронку не возьмешь, скорее всего, ее обучали именно на NVIDIA H100. И все это потому, что эта карта показывала наилучший баланс между стоимостью, скоростью обучения и результатом, который получался. А все почему? Потому что именно с этого поколения появилась поддержка адаптивного формата FP8, который позволил проводить обучение не в формате FP16, а в формате с пониженной точностью FP8, которого было все еще достаточно для обучения искусственного интеллекта, и который, помимо того, что эта карта и так была в 2 раза производительнее, чем A100, позволил еще в 2 раза ускорить обучение искусственного интеллекта, что сделало эту карту абсолютным бестселлером. И именно поэтому вышедшая карта в 2022 году, в 2025 в конце все еще стоит 30 тысяч долларов. То есть она не теряет в цене. Ну и, дорогие друзья, наверное, хватит душнить, хватит разгонять, так сказать, ценность этой видеокарты. Предлагаю потихонечку ложить ее на столик, брать отвертку и препарировать, ведь всем нам интересно, что же там внутри. Еще хотелось бы сказать в отношении этого ускорителя, что его можно назвать по-настоящему долгожителем. Дело в том, что NVIDIA H100, как я уже сказал, вышла в 2022 году, но дело в том, что она существует вплоть до 2025 года, и она до сих пор выпускается. Правда, сегодня эта видеокарта называется уже не H100, а H200 NVL. И получается, что NVIDIA на протяжении уже нескольких лет выпускает один и тот же продукт. И тут есть на самом деле увлекательная история. А история увлекательна прежде всего тем, что NVIDIA за историю, так сказать, производства этой видеокарты сменила техпроцесс и нарастила объем видеопамяти этого графического ускорителя. Что я имею в виду? Сам ускоритель выпускался на фабрике TSMC на линии 5-нанометрового техпроцесса.
И, наверное, вы знаете, что техпроцесс 5 нанометров сегодня мало что значит, потому что TSMC предлагает несколько вариантов этого техпроцесса с разной плотностью, так сказать, упаковки транзисторов. Так вот, NVIDIA на середине жизненного пути этой видеокарты договорилась с компанией TSMC, что давайте перейдем на более плотный техпроцесс. И, казалось бы, просто перешли, наверное, тепловыделение должно пойти вниз, но нет, тепловыделение выросло. И вопрос, а куда же оно выросло? А дело в том, что NVIDIA нарастила объем именно для версии H100, объем видеопамяти до 94 гигабайт. То есть она купила новую HBM память у компании Samsung либо SK Hynix, то есть новые более плотные банки. Все это дело соединила с чипом H100, выпущенным на новом техпроцессе. И, внимание, не просто выпущенным, а тот объем, который освободился из-за плотности, NVIDIA дозаполнила транзисторами. То есть у более современной версии H100 большее количество CUDA ядер и большее количество тензорных ядер. И вообще в голову приходит, что было бы неплохо этот, наверное, чип назвать как-то H101 или H200, но нет. NVIDIA такие сказали, что буквально это все еще H100. Ребята, вы хорошо покупали H100, продолжайте покупать H100. Ну и, наверное, стоит уточнить, что в руках у нас находится ранняя версия H100. Это та самая версия, у которой было только 80 гигабайт видеопамяти. Как я уже сказал, дальнейшие версии выпускались с большим объемом видеопамяти. Итак, я раскрутил шурупики на задней панели видеокарты. Наверное, стоит подснять NVLink-овые заглушки. Такс. Вот, и теперь давайте внимательно смотреть. Держит ли видеокарту что-нибудь еще или нет? На самом деле складывается впечатление, что что-то есть. Наверное, стоит еще и с плашкой сразу поработать, чтобы точно ничего не мешало. Так, еще 4 винтика. Немножечко вот так послабляем. Убираем брекет для установки в шасси. И потихонечку смотрим, как это все дело можно отсоединить. Так. Оп. Так, первая крышечка отошла. Обратите внимание, что на первой крышке имеется два радиатора. Это радиатор на входе и радиатор на выходе. И они никак не связаны с основным радиатором. И даже здесь имеются термопрокладки. А вот здесь термопрокладок нет. Получается, что этот радиатор сделан для красоты. Ну и теперь пришло время, так сказать, открутить 12 VH-Power коннектор. Но прежде чем я его буду раскручивать, прошу обратить внимание, что этот коннектор удален от основной материнской платы самой видеокарты. Обратите внимание, он просто здесь находится на проводочках. То есть по факту видеокарта искусственно удлинена, и при этом для чего это удлинение достаточно сложно понять, потому что если вы посмотрите на корпус NVIDIA H100 и вот так вот его сопоставите, вы заметите, что здесь на полном серьезе огромная неиспользуемая ниша для радиатора, которого нет. Странное решение со стороны компании NVIDIA. Может быть, конечно, в H200 здесь и есть радиатор, потому что в H200, я вам не говорил, но там TDP 600 Вт, а здесь 350, так сказать. Небольшая добавочка HBM памяти повлияла на ТДП, но техпроцесс же упал, как же так? Ну, видимо, да, так получилось. Поэтому давайте будем раскручивать и смотреть дальше. Приподнимаем и отпускаем. И вот он ваш любимый 12 VH-Power, который горит, пылает. Но на самом деле, вот сколько мы продавали эти карточки, ни с одной ничего такого плохого не случилось. Видимо, все-таки ребята из серверной индустрии понимают, что кабеля не нужно перегибать. Ну и, друзья, пришло время изъять саму видеокарту, точнее материнскую плату видеокарты из корпуса. Делаем с вами следующую манипуляцию. Беремся за радиатор, беремся за корпус, тихонечко так вот это все дело мы подвытаскиваем. И вот, вуаля, материнская плата с радиатором и такой вот кожух. На первый взгляд может показаться, что он пластиковый, и, наверное, вы скажете опять, NVIDIA там его для красоты сделала, но это металл. Окей, может звучать как пластик, но на самом деле это металл. И опять, вроде как кажется, он должен выполнять какую-то функцию терморегуляции, но здесь нет ни единой термопрокладки. Окей, видимо, инженерам NVIDIA виднее, каким образом отвести тепло с такой карточки. Ну что, финишная прямая. Будем раскручивать радиатор. 4 винтика с обратной стороны, и мы у цели. Большая звездочка торакс. На самом деле очень волнующий момент такой.
Никогда я еще в жизни не раскручивал столь дорогих видеокарт, да и думаю, что мало вообще кто раскручивал, кроме ребят завода NVIDIA. Поэтому делать все буду крайне осторожно, потому что, блин, так сказать, одна ошибка и кредит. Я тогда по схеме звездочки раскручивают колеса на машине или закручивают, начинаю это все дело ослаблять и при этом даю себе отчет, что там HBM память и огроменный чип, поэтому нельзя раскручивать с одной стороны, потому что я тогда могу допустить скол кристалла. Так вот, тихонько и методично. Убираем вот эту пластину. Пластина у нас, получается, выступает в роли прижима. С обратной стороны пластины имеется специальная прокладка, она диэлектрическая. И видно, собственно говоря, что эта прокладка, она прилегает к самой видеокарте. Вот этой вот области, где у нас, получается, прижимается GPU. И, собственно говоря, именно при помощи этой штуки и обеспечивается надежный контакт кристалла видеокарты с системой охлаждения. Ну, то есть отсутствие, получается, там воздуха и полноценный прижим. Самое главное, равномерный. Ну и самое страшное. Я уже вижу, на самом деле, что оно немножко отошло. Я немножко вот покачаю, но оно не особо качается. Мне страшно. Мама, как тебя открыть? Оп, оп, оп. А, это термопрокладки ее держали. Все-таки они такие вязкие. NVIDIA H100. Вот она во всей красе. Ну не в красе, вся в термопасте, сейчас вытерем. Дорогие друзья, прошу обратить внимание на термопрокладки. Достаточно, на самом деле, качественная продукция в том плане, что они не распадаются. То есть я даже вот потрогаю ее руками. Бывают такие термопрокладки типа размазня. Знаете, такие полужидкие. То эти термопрокладки, они явно не относятся к этому типу. И, возможно, именно здесь чувствуется, что это именно такой вот продукт, который должен отработать 5-7 лет в дата-центре и ни в коем случае там не выйти из строя. Ну что, чистим вилкой видеокарту. Тут шматье термопасты. Он просто огромный. Друзья, вот и системная плата видеокарты у нас прямо перед глазами. Мы постарались все это дело очистить от термопасты. И перед вашими глазами находится GH100, получается 885K A1. Какая-то внутренняя маркировка от компании NVIDIA. Но на самом деле самое главное, что есть в этом чипе, это вот эти вот по бокам стеки памяти. Обратите внимание, это та самая HBM память, которая позволяет этому видеоускорителю достаточно быстро и со сверхнизкими задержками обращаться к своей памяти для того, чтобы, собственно говоря, и выполнять то самое обучение искусственного интеллекта. Ну и, собственно говоря, друзья, стоит поговорить о том, какое количество ядер прячется в этом чипе. Изначальной версии H100 было 14592 ядра CUDA и 456 тензорных ядер. Кстати, именно тензорные ядра обеспечивают львиную долю и производительности в этой видеокарте. Ну и, собственно говоря, когда Хуанг решил, что H100 недостаточно производительная или старый техпроцесс стал дороже, чем новый, было решено перенести это все на новый техпроцесс, и число ядер того же самого чипа увеличилось вплоть до 16896 штук, а тензорных вплоть до 528 штук. Сразу видно, что яишечка поперла. Именно такие чипы также запаивались на SXM модуле. То есть в целом отличие PCI-Express карты от SXM модуля заключается именно в том, что PCI карта, она, собственно говоря, распаивается вот в таком форм-факторе, а SXM модуль видите прямо сейчас у себя на экране и, собственно говоря, поймете, что он устанавливается в сервер. Ну и стоит сказать пару слов о питании этой видеокарты. Дело в том, что здесь имеется порядка 30 фаз питания для питания 350-ваттного ускорителя. И некоторые скажут, что, наверное, как-то многовато и, наверное, просто расточительно. Наверное, чтобы объяснить эту чудовищную стоимость порядка 30 тысяч долларов. Но на самом деле такая конструкция применена здесь ради надежности, потому что такая видеокарта должна служить верой и правдой долгие годы. Именно до тех пор, пока она безнадежно не устареет, и Джейсон Хуанг не предложит вам абсолютно новое решение, которое также будет стоить порядка 30 тысяч долларов, но уже кратно будет более производительное, а это решение отправится на Авито. Сверху, как я уже говорил, имеются те самые мостики NVLink, коннектор питания мы с вами видели, а с задней стороны, ну, собственно говоря, обвязка цепей питания. И ничего, можно сказать, такого экстраординарно интересного не имеется. Ну и, дорогие друзья, мы также решили продемонстрировать вам достаточно наглядным образом, насколько же чип видеокарты NVIDIA H100 монструознее, нежели чип любой другой десктопной видеокарты. Для того, чтобы провести этот опыт, нами была препарирована еще одна видеокарта, которая находилась у нас в офисе. И это всеми вами любимая
RX 580. Согласитесь, настоящий топ за свои деньги. Видеокарта, которая послужила основой кучи геймерских компьютеров. Наверное, даже не просто кучи, а огромного, просто немыслимого количества. И обратите внимание на то, какой здесь маленький чипулька. Вот примерно таких размеров чипульки у потребительских видеокарт. А вот такого, черт возьми, его размера чип у серверной видеокарты, целью которой является обучение искусственного интеллекта. И на самом деле, если сопоставить размеры этого чипа к этому чипу, можно прийти к выводу, что две HBM банки, которые есть здесь, примерно сопоставимы по размеру с целым чипом, который есть на RX. И дальше нужно делать выводы самостоятельно. Почему же RX стоит дешево, а NVIDIA H100 стоит просто немыслимых денег? Ну и также хотел бы вам пояснить, как еще работает, так сказать, полупроводниковое производство. Дело в том, что чипы полупроводниковые, их делают вот такими вот пластиночками. То есть здесь много-много чипиков. И вот если вы посмотрите на эту пластину, то вы сможете прийти к выводу, что здесь такие вот маленькие чипиксы. И на самом деле это лучший вариант для полупроводникового производства. Дело в том, что какие-то из этих чипиков будут с браком. Это происходит практически всегда. То есть где-то там нарушена немножко технология производства, где-то там, не знаю, воздух попал, либо какое-то загрязнение. И, например, там 5-7% этих чипов будут, условно говоря, испорчены. Но когда у вас вот такие вот огромные чипы, как в NVIDIA H100, вы только представьте, они были бы вот таких вот здесь размеров, то малейшая, можно сказать, такая вот микропроблемка, там, я не знаю, упавший волосок, какая-то пылинка, она может испортить сразу несколько таких огромных чипов. То есть здесь несколько маленьких чипов будет повреждено, а здесь, черт возьми, несколько огромных. И, в общем говоря, убытки от производства, точнее от брака на производстве, будут кратно выше, нежели чем с маленькими чипами. Поэтому я просто хотел вам сказать, что производителям намного выгоднее производить компактные кристаллы, потому что с компактными кристаллами легче работать с браком. А вот такие вот огромные кристаллы всегда приводят к тому, что у них достаточно дорогая стоимость производства, ну и плюс HBM память это тоже вот такое вот производство, и, собственно говоря, здесь тоже, можно сказать, как имеется брак, далее требуется корпусирование, собственно говоря, насадка HBM на кристалл с основным GPU, достаточно сложный процесс, поэтому нужно отнестись с пониманием к стоимости в $30 000. Ну что, друзья, пришло время делать выводы. NVIDIA H100 – видеокарта, несколько опередившая свое время, но заслуженно получившая все лавры, которые ей были присуждены за время ее жизни. Эта видеокарта стала основой таких проектов, как ChatGPT, Grok и других нейронок. И, собственно говоря, знаете, без этой видеокарты не было бы искусственного интеллекта в том виде, в котором мы имеем его сейчас. Не было бы мультимодальных моделей, не было бы вот этих всех красивых интерфейсиков, все бы работало в разы медленнее и тупее. Ну и, дорогие друзья, как вы понимаете, через несколько лет NVIDIA H100 будут валяться на Авито так же, как и валяются их предшественники. Кстати, о предшественниках. Розыгрыш в телеге NVIDIA P40. Старенькая видеокарта, но у нее все еще 24 гигабайта видеопамяти. Эту видеокарту получит в январе тот, кто напишет лучший сценарий применения этой видеокарты. Мы ждем от вас реальные кейсы применения. Не выдуманное что-то, достаточно конкретизированное. И тот человек, который убедит нас, что ему нужна эта видеокарта, у него есть настоящий проект, который он хочет на ней исполнить, получит эту карту совершенно бесплатно. Все расходы транспортные берем на себя, доставляем по России и Республике Беларусь. Подписывайтесь на телегу, пишите, для чего вам нужна эта видеокарта.